Всем привет! Сегодня готовим самую сочную и ароматную буженину. И главный секрет в приготовлении этого мяса – это несколько видов маринада. Я вас уверяю, такую буженину вы точно еще не ели, потому что здесь именно особый способ приготовления. Промариновывается не только вот эта верхняя корочка буженины, но и внутри. Благодаря вот этим маринадам буженина получается очень сочная и промаринованная именно внутри. Это невероятно вкусно. Такую буженину можно есть просто губами. Настолько она нежная и сочная, совершенно не сухая. Обязательно приготовьте буженину по такому рецепту. Я уверена, все будут очень довольны. Итак, сегодня мы будем готовить совершенно потрясающую буженину. Для этой буженины я буду делать фактически, если так посчитать, 3 маринада. Она получается очень нежная, очень сочная и невероятно вкусная. Для буженины я буду брать вот такой кусок мяса. Здесь у меня 600 кг. Лучше всего использовать либо ошеек, либо антрекот. Можно брать окорок. В принципе, даже мясо, которое не слишком много жира, оно не будет сухим, потому что у нас, как я сказала, будет аж 3 маринада. В первую очередь для маринада мне понадобится не густой йогурт или кефир, не сладкий, конечно, и без каких-либо добавок. Здесь у меня 650 грамм йогурта. Это первый маринад. Для второго маринада мне понадобятся очень замечательные такие травы и специи. Здесь у меня перец чили, 1 штука, я его порезала. Вот такая большая ветка свежего розмарина. Как она пахнет, просто невероятно. Свежий тимьян. Также можно использовать не только свежий тимьян и розмарин. Можно использовать и замороженные, и сушеные. Кстати, кому интересно, вы можете зайти ко мне на канал. У меня есть очень хорошее видео по специям, которые я использую. И там я как раз показываю, как можно заморозить или засушить тимьян и розмарин. Также мне понадобится лавровый лист, штучки 4, и имбирь, примерно 25 грамм. Также во второй маринад я буду добавлять зерна кориандра, черный перец горошком, и у меня здесь несколько почек гвоздики, примерно 5 штук. Посмотрите, у меня вот такой красивый кусочек мяса, замечательный, с прожилками жира. Итак, мясо я кладу в миску и заливаю сверху кефиром. Хорошо мясо проворачиваю, чтобы оно полностью у меня погрузилось в этот кефир. И таким образом мясо будет у меня лежать в кефире, пока у меня будет готовиться второй маринад. Это несколько часов. Для того, чтобы приготовить второй маринад, это так называемый рассол, я поставила закипятиться воду. Здесь у меня 2,5 литра воды. На 2,5 литра воды я возьму 2 столовые ложки соли. Вода здесь у меня уже фактически закипела. Перемешиваю соль. Добавляю в воду розмарин, тимьян, лавровый лист, имбирь и перец чили. Также добавляю кориандр, черный перец горошком и гвоздику. Именно в горячей воде все эти специи отдают свои ароматы. Кастрюлю я пока закрываю крышкой и жду, когда вода закипит. Мой маринад рассол закипел. Я его выключаю. И теперь оставляю его охлаждаться до комнатной температуры. У меня прошло несколько часов. Маринад рассол у меня уже остыл, полностью он стал комнатной температуры. Теперь посмотрите, я достаю мясо из кефира. После того, как мясо полежало в кефире, оно будет таким нежным. Именно кефир дает мягкость мясу. И вот прямо вот так достала его из кефира и перекладываю вот этот ароматный рассол. Теперь мясо в этом рассоле я оставляю на ночь.
Так оно будет стоять и пропитываться всеми вот этими соками, и солью, и специями, и будет очень ароматным. Мясо у меня всю ночь простояло в холодильнике. Теперь оно будет просолено и пропитано специями не только снаружи, но и внутри. Сейчас мясо достаю из нашего маринада. Вот так вот его хорошенечко промываем, чтобы убрать весь кефир, который остался еще. Видите, какая получилась интересная жидкость. И просушиваем мясо полотенцами. И будем готовить третий маринад, которым натрем мясо сверху. Пахнет просто замечательно. Для того, чтобы приготовить уже наш третий маринад, мне понадобится ступка, в которой я буду все компоненты измельчать. Здесь у меня чеснок, 1 головка, имбирь примерно грамм 10. Я его порежу небольшими кусочками, чтобы легче было истолочь в ступке. Отправляю имбирь. И также у меня перец чили. Конечно, перец чили вы корректируете по своему вкусу. Я добавлю примерно половину перца чили. Сразу же сюда, в ступку, я всыпаю зерна кориандра. Здесь у меня 1 чайная ложка. И соль. И теперь все хорошенечко перетираю в кашицу. Сделать вместе с солью это намного проще. Все хорошенечко растираю. Посмотрите, у меня получилась вот такая кашица. Хорошо все перетерла. Очень ароматно пахнет, конечно, все здесь. Имбирь, чеснок. Теперь в ступку я добавляю паприку. Здесь у меня 1 чайная ложка. И где-то неполная чайная ложка сушеного чеснока. Он тоже придаст такой аромат. Очень приятный. Он отличается от свежего чеснока. Добавляю 3 столовые ложки оливкового масла. Черный перец. Хотела сказать насчет соли. Соли в маринад сильно много не добавляйте, потому что у нас уже мясо довольно хорошо просолилось во втором маринаде, рассоле. Поэтому сверху просто покрываем небольшим количеством соли. Теперь в маринад я обрываю 1 веточку розмарина, листики. У меня свежий розмарин. Если не найдете свежий розмарин, можно взять 1 чайную ложку сушеного. И также тимьян. Обрываю листики с 2 веточек. Будете использовать сушеный тимьян, берите примерно пол чайной ложки. Хорошо перемешиваю. Посмотрите, у меня получилась вот такая очень однородная кашица. И ею сейчас натрем мясо. Посмотрите, как у меня сейчас выглядит мясо. Конечно, оно очень ароматное. И сейчас мы покроем его сверху вот этой нашей пастой, которую мы сделали. И хорошенько я все втираю в мясо со всех сторон. Когда хорошо натерли мясо всеми этими специями пряными, оставляем его на столе примерно минут на 20, чтобы оно вот немножечко еще промариновалось и прогрелось после холодильника. И затем будем его запекать. Сейчас будем отправлять запекаться нашу буженину. Я подготовила фольгу, застелила ее в 4 слоя. И сейчас так, весь маринад сюда отправляем, чтобы у нас ничего нигде не осталось. И сейчас свинину будем заворачивать в фольгу. Заворачиваю. Вот так вот плотненько все поджимаю. Подворачиваю так, чтобы не вытекли нигде вот эти соки, которые будут образовываться при приготовлении. Беру противень, перекладываю сюда мясо и наливаю примерно 1 стакан воды.
Теперь отправляю мясо запекаться в уже хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 1 час. А затем я открою фольгу и сверху запеку мясо еще в течение примерно 15-20 минут. У меня прошел 1 час. Мясо я достала из духовки, чтобы его открыть. Вообще пахнет, конечно, вы себе не представляете как. Просто аромат сумасшедший стоит. Сейчас аккуратненько все это открываю. Посмотрите, какая красота, просто вообще невероятная. И отправлю мясо обратно в духовку, чтобы сверху подрумянилось. Вот делаю такую лодочку. И отправляю его еще примерно на минут 15-20. Я достала мясо из духовки. Посмотрите, какая красота получилась. Еще раз повторю, пахнет нереально. Я сейчас хочу просто отрезать маленький кусочек, потому что реально дождаться, когда мясо остынет, нет никаких сил. И просто хочется хотя бы маленький кусочек попробовать, потому что невозможно удержаться. А сейчас мясо будем оставлять, и чтобы оно полностью остыло. Мясо у меня полностью остыло. Дождаться этого было очень сложно. И сейчас я его нарежу, и мы посмотрим, какое оно на срезе. Посмотрите, какая просто прелесть. Мясо очень сочное, очень красивое, безумно ароматное. Посмотрите. Это просто невероятная вкуснятина. Конечно, я сейчас попробую буженину, но честно скажу, мы уже напробовались. Это просто действительно нереально вкусно. Мясо не просто классное, оно супер классное, такое сочное, очень нежное. Я сразу говорю, все это именно из-за способа его приготовления, из-за вот этих нескольких маринадов. Мясо получается внутри абсолютно не сухое, и внутри оно имеет и запах специй, и солененькое, именно потому что мясо долго мариновалось во втором маринаде. Когда будете смотреть видео, вы поймете, о чем я говорю. Именно второй маринад очень важный. То есть получается сверху не только вот это покрыто все маринадом, но и внутри пропитано. Это нереально вкусно. Очень нежно, очень сочно. Я повторяюсь, я знаю, но не могу об этом не сказать. Обязательно приготовьте, попробуйте. Я думаю, этот рецепт буженины будет у вас фаворитом. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!